Всем привет! Меня зовут Ростислав, и я рад приветствовать вас в своем блоге. В своем блоге я рассказываю о том, как я переехал в Таиланд, как я тут живу, как я строю свою жизнь, делюсь какими-то мыслями, думами, впечатлениями и так далее. Один из самых часто задаваемых вопросов, которые мне задают, это сколько денег нужно для того, чтобы нормально жить. И на самом деле очень много ошибочных ощущений и ошибочных впечатлений о том, что в Таиланде нормально жить на 500 баксов в месяц одному, просто сказочно можно тут жить. Это не так. Сейчас доллар равен примерно 30 батам, плюс-минус 1-2 бата. И на самом деле доллар к бату достаточно стабилен, поэтому думаю, что это видео будет актуально еще хотя бы полгода, год точно. Также я в ТикТоке, в Инстаграме встречаю очень много разных видео, где блогеры говорят, что для того, чтобы жить в Таиланде, нужно хотя бы $3000 в месяц. Это тоже как бы неправда. Если бы нужно было бы хотя бы $3000 в месяц, я бы здесь, наверное, уже давным-давно бы сбомжевался, сголодался и вернулся бы обратно в Россию. Так сколько же нужно денег? Я уже как-то упоминал вскользь в видео про открытие счета, о том, сколько примерно нужно денег на то, чтобы нормально не шиковать, да, не выживать, а именно нормально существовать, жить в Таиланде. Давайте с вами, собственно, пройдемся по всем статьям. Самое нормальное обычное жилье, примерно вот как у меня, однокомнатный бедрум в достаточно новом кондике, стоит в районе $300-400 в месяц. Однако не стоит забывать о том, что после открытия границ цены на жилье достаточно сильно выросли, раза в 2-3 это точно, потому что если я снимаю, например, за 7500 бат, то сейчас наша квартира стоит в районе 15 тысяч на годовой контракт. На помесячно такие квартиры сдают там, на 18, за 20 тысяч бат. В среднем нужно закладывать в районе $400 на то, чтобы оплачивать аренду. Ну и не забывайте о том, что как только вы подписываете договор, вам нужно оплатить обязательно депозит. Как правило, это 1 или 2 месяца проживания. То есть вы платите, образно говоря, $400, потом платите депозит $400 и последний месяц еще $400. Одна только радость, то что комиссию не платит арендатель, а платит арендодатель непосредственно всем агентам, которые участвовали в этой сделке. Еда не самая большая статья расходов в Таиланде, потому что еда здесь достаточно дешевая. Чтобы вы понимали, например, одно блюдо на маркете или в макашках стоит в районе 50 бат. То есть, если не шиковать, а просто ходить там на завтрак, например, на ужин и на обед в макашку и покупать себе там по одному блюду, в целом этого достаточно, но можно, собственно, тратить примерно 150-200 бат в день. Я посчитал с тем учетом, сколько выходит у нас, с учетом того, что мы периодически ходим в какие-то заведения, иногда нам хочется прям пожрать, иногда мы готовим сами, и у меня вышло на то, что примерно на завтраки мы тратим в районе $100, на обеды, так как мы не так часто обедаем, мы в основном только завтракаем и ужинаем, у нас выходит в районе $85, и на ужины у нас уходит в районе 130 баксов. Связано это как раз таки с тем, что мы завтракаем, как правило, мы готовим все себе с утра самостоятельно, на обед мы очень редко что-то когда-то перекусываем, и на ужин мы готовим так, чтобы прям вот пожрать с голодного дня, потому что мы очень много работаем, и поэтому так вот выходит. Если говорить о связи, то она здесь достаточно дешевая. Я плачу 300 бат в месяц. Кто-то уже говорил, что связь подросла и сейчас стоит 350 бат. Однако недавно мои друзья оформляли себе сим-карту в АИС, и связь на месяц им стоила точно так же 300 бат. Плюс 50 бат они заплатили за саму сим-карту. То есть связь выходит где-то примерно на $9 в месяц. Это полный безлимит, без звонков и смс-ок, однако здесь все пользуются лайнами, ватсапами, поэтому в целом тратить деньги сейчас на минуты, например, я не вижу смысла, если я могу всегда найти человека по номеру телефона в лайне и позвонить.
Естественно, мы любим иногда выпить. Естественно, мы любим иногда закусить. Естественно, хочется каких-то развлечений. Невозможно просто целыми днями только работать, работать и работать. Поэтому мы периодически ходим в разные бары. Но так как мы ходим в большой компании, мы всегда покупаем там бутылку виски, например, которая стоит в районе, по крайней мере, на Джемтиене, такое чаще всего бывает именно в барах, что ты берешь бутылку за 1500 бат, и тебе там безлимитно лед, безлимитно колу, безлимитно содовую приносят. И поэтому ты спокойно, то есть потратил 1500 бат там, на 6 человек, по 250 бат, нормально. Например, в клубах каких-то и там в центре, в разных заведениях, в основном бывает такое, что ты покупаешь бутылку, там в районе 1000 бат стоит она, и еще дополнительно покупаешь для миксов колу, лед и все, что ты захочешь. Сама по себе бутылка виски стоит на самом деле 380 бат литровая. Это тайский виски, который в целом нормальный, и мы как бы уже сколько вот его пьем и не ослепли. Его, собственно, пьют все здесь, кому не лень. Тут получается как-то так. То есть в итоге я примерно посчитал, что на развлечения и на бар у нас выходит в районе 85 долларов в месяц. Если говорить про аренду байка, здесь достаточно сложно передвигаться пешком, и аренда машины стоит в районе 18 тысяч бат, однако байки достаточно дешевое удовольствие, скажем так, и байк у нас выходит примерно 50 долларов, то есть мы платим 1700 бат. Есть здесь и общественный транспорт, можно пользоваться такси, такси относительно недорогое, особенно если ты берешь такси-байк, заказываешь его, обязательно заказывайте через приложение Bolt. Там оно всегда дешевле, чем ловить ребят в желтых жилетах. Вот. То есть, например, с одного конца района, да, мы живем в конце Джемтиена, до центра Паттайи можно добраться примерно там за 60-70 бат. Коммуналка одна из неприятных, но тоже достаточно дешевых статей расхода. Мы платим исключительно только воду и электричество, и так, собственно, платят все. Платим мы это все по счетчикам, поэтому сколько мы израсходовали, столько мы и заплатили. В среднем у нас выходит за электричество в районе 1000-1200 бат, и вода в районе 300-400 бат. То есть мы платим в районе 40 долларов за коммуналку. Ну и, конечно же, последнее, что бы я хотел сказать, что это бензин, на который мы тратим деньги. Мы заправляем примерно раз в неделю байк, нам этого хватает, если мы не катаемся, например, по всему городу. И тратим мы в районе 200 бат в неделю на бензин. То есть это в месяц получается в районе 22 долларов. Поэтому, собственно, аренда байка 50 долларов и бензин 22 доллара, итого 72 доллара на месяц для того, чтобы, собственно, на передвижение. И это, мне кажется, достаточно нормально. Я посчитал все расходы, которые мы тратим, и получилось так, что мы тратим 930 долларов в месяц. Однако вы не забывайте о том, что нам необходимо оплачивать еще и визу, нам необходимо копить деньги на там, продление визы, может быть, на то, что иногда нужно как бы и одежду поменять, иногда на это, иногда на то. Если все это округлить, да, на все эти расходы, на то, что нужно где-то что-то отложить еще, а вдруг домой придется лететь, и, в любом случае мы должны откладывать какую-то подушку безопасности, создавать ее, и поэтому, если все это округлить, можно сказать, что на 1000 долларов в месяц в Таиланде можно прожить нормально. Я не могу сказать хорошо, я не могу сказать шикарно, но нормально точно можно. Все, кто говорят о том, что можно прожить на 500 баксов, это полнейшая чушь. Я даже и слов подбирать не хочу. Это реально чушь и бред. Я видел квартиры, которые сдают по 3-4 тысячи бат в месяц. Во время ковида, может быть, да, может быть, и там более или менее какие-то квартиры сдавали. Но те, которые сейчас реально стоят 3-4 тысячи бат, это просто 4 стены, небольшая туалет, где даже у тебя не будет душа, у тебя будет просто кран, из которого ты наливаешь в бочку и поливаешь. Достаточно много тайцев реально живут в таких как бы условиях. Ну, то есть, если вы хотите выживать, и у вас прям совсем нет денег, то, пожалуйста, но... По мне, так это какой-то, на самом деле, сюр
И я не для того улетал, например, из России, чтобы бомжевать здесь, в таких условиях. Вот. Действительно, можно найти дешевые, прям дешманские варианты жилья в далеких каких-нибудь деревушках от Паттайи. И плюс не забывайте о том, что стоимость, например, жилья, основное, что отличается, то есть если еда, бензин, оно все в основном везде одинаково. Как здесь можно в Макашках покушать на 50 бат, так можно покушать на 50 бат в Макашках в Бангкоке или там на Пхукете. Единственное, что отличается колоссально, это стоимость жилья. То есть если здесь можно найти действительно хорошую однушку на годовой контракт за 12-15 тысяч бат, то в Бангкоке сейчас она будет стоить примерно так же. Однако еще до открытия там они стоили немного подороже, чем здесь, потому что сейчас большой туристический поток, и здесь цены подросли до уровня Бангкока. Вот. На Пхукете почти в 1,5-2 раза дороже стоимость жилья, чем здесь, потому что там колоссально огромное количество туристов, и там просто сейчас все забито. Вот когда мне спрашивали ребята с Ютуба, ко мне приходили и спрашивали про недвижимость, уже там вот в ноябре, в декабре, я уже просто ничем не мог помочь, потому что когда я пишу там своим знакомым агентам на Пхукете, они все говорят, что все, у меня ничего нет, у меня ничего нет, у меня ничего нет, особенно на короткий срок. То есть, чтобы вы понимали, даже визы перестали студенческие выдавать в октябре на Пхукете. У нас перестали вот к середине декабря. К середине декабря у нас перестали выдавать студенческие визы, потому что просто закончилась квота на год. Там, пожалуйста, еще в октябре. Вот. Оценивайте обязательно здраво все свои возможности финансовые перед тем, как приехать. Недавно была новость в канале Pattaya Times о том, что 2 русских туристов посадили за то, что они попрошайничали деньги. Во многих туристических, таких не особо богатых, скажем так, странах это действительно запрещено для иностранцев. То есть тайцы могут спокойно ходить, там, попрошайничать, петь, что-то еще делать. А если ты иностранец, приезжаешь сюда и начинаешь попрошайничать деньги, то это называется нелегальное попрошайничество, и тебя просто-напросто отправят сначала в тюрьму, а потом депортируют. Поэтому рассчитывайте свои финансы обязательно на минимум 3-4 месяца, если у вас есть какой-то доход. В любом случае лучше приезжать сюда, чтобы и брать с собой 3-4 тысячи долларов. Потому что пока вы поживете сначала в каком-нибудь там отеле, чтобы поискать недвижимость, пока вы туда-сюда поймете, пока вы поймете, где дешевле, где кушать, может быть, вы там пока найдете байк, накатаетесь сначала на такси. То есть обязательно оценивайте. И не забывайте, пожалуйста, про формирование подушки безопасности. Откладывать всегда на свои какие-то дополнительные, случайные, неожиданные расходы, чтобы там визу продлить, сделать бордер-ран или еще что-нибудь такое. Спасибо вам большое за внимание. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграме и в Телеграме. А также помните, что самые дешевые билеты до Таиланда в Aviasales. Ссылочка будет под описанием. И если у вас есть вопросы по переводу денег из России в Таиланд или по бордер-рану, визу-рану и так далее, тоже можете, пожалуйста, смело писать в комментариях, я вам на все отвечу. Всем спасибо большое и хорошего вам дня и настроения.